Ученые установили камеру в гроб Майкла в исследовательских целях. Когда они просмотрели видеозапись, то были потрясены. Майкл происходил из богатой семьи. Его отец был бизнесменом в сфере недвижимости, который также любил собирать древние артефакты, которые стоили больших денег на черном рынке. Его мать была одним из лучших хирургов в стране. Несмотря на то, что у Майкла было все необходимое, он был скромным ребенком. Когда Майклу исполнилось 18, его мать умерла от рака, оставив их с отцом одних. Несколько лет спустя его отец женился во второй раз на красивой женщине, у которой от предыдущего брака была дочь Сара. После свадьбы Майкл решил пойти по стопам своего отца и сделать карьеру в сфере недвижимости и коллекционирования артефактов. Он быстро добился успеха в этих начинаниях, продемонстрировав деловые качества, которые унаследовал от своего отца. К сожалению, отец Майкла скончался после непродолжительной болезни, оставив молодого человека одиноким, несчастным и потерянным. К счастью, рядом с ним были его сводная сестра и мачеха. Какое-то время Майкл скептически относился к тому, чтобы доверять им, но во многих случаях они демонстрировали свою любовь, жертвуя своим временем и ресурсами, чтобы Майкл был счастлив и чувствовал себя комфортно. Итак, в конце концов, он впустил их в свое сердце, и это показалось ему одним из лучших решений в его жизни. Через 6 месяцев после смерти отца Майкл вернулся в родительский дом, который он унаследовал. Он чувствовал себя опустошенным и виноватым из-за того, что жил в другом городе, в то время как родительский дом пустовал. Вот почему он решил снова вернуться домой. За несколько месяцев в городе произошли огромные изменения благодаря Майклу. Были отремонтированы школы и дороги, а также построена небольшая больница. Майкл также делал пожертвования менее обеспеченным слоям населения и выделил стипендии многим детям. Все были рады за молодого человека и ежедневно благословляли его. Так продолжалось до тех пор, пока однажды утром жители не проснулись от шокирующей новости о том, что Майкл мертв. Его сводная сестра Сара пришла навестить его и обнаружила его безжизненное тело, беспомощно лежащее на полу. Несмотря на то, что у нее было ощущение, что он умер, она немедленно отвезла его в больницу в надежде, что интуиция ее подвела. К сожалению, это было не так. Врачи подтвердили, что Майкл действительно был мертв. Несмотря на все их усилия, врачи не смогли определить причину его смерти. Они объяснили Саре ситуацию и предложили провести вскрытие, чтобы получить окончательный ответ. В самый последний момент Сара вспомнила, что у ее брата были проблемы с сердцем, хотя и в легкой форме. Впоследствии она предоставила медицинские записи, в которых у Майкла были диагностированы проблемы с сердцем, и объяснила, что, несмотря на то, что он принимал лекарства, его болезнь, возможно, и стала причиной его смерти. Поэтому она сочла, что необходимости во вскрытии нет. Кроме того, Сара знала, что ее брат всегда был противником вскрытий. Он считал, что они нарушают принцип человеческого достоинства. Поэтому она была полна решимости не позволить им осквернить убеждения ее любимого брата. Перед выпиской из больницы Сара распорядилась, чтобы тело ее брата хранилось в морге, пока она не придумает, как организовать его похороны. Всю ночь Сара не находила себе места. Она хотела почтить память своего брата в последний раз, поэтому зашла в интернет, чтобы поискать, как это сделать. Именно тогда она наткнулась на статью. Это была статья об ученых, которые исследовали тела погибших. Прежде чем сделать выводы, они в течение года наблюдали за ними. Сара знала, что научные исследования — это идеальный способ почтить память ее покойного брата, который страстно желал изменить мир к лучшему. В тот вечер Сара связалась с учеными и сказала им, что они могут использовать ее брата для своих исследований. Они прислали ей на подпись необходимые документы и пообещали солидную компенсацию, которую Сара пообещала передать местному сиротскому приюту. Рано утром следующего дня Сара организовала похороны своего брата. Церковь была переполнена. Это показывало, как сильно люди любили Майкла. Перед тем, как положить труп в гроб, ученые прикрепили камеру к стенкам гроба.
Эта камера могла записывать и передавать отснятый материал непосредственно на их компьютеры в течение года, пока не сядут батарейки. Чтобы обеспечить регулярное получение обновлений, они установили время записи на 7 часов вечера. Траурная служба была торжественной и продолжалась около часа. К концу церемонии у всех были опухшие от слез глаза. После похорон Сара поехала в другой город, чтобы хоть как-то отвлечься от смерти брата. Тем временем ученые с нетерпением ожидали 7 часов вечера, когда камера начнет снимать первые кадры. Они все собрались у экрана, ожидая увидеть, что же будет запечатлено на нем. Как только часы пробили 7, камера начала показывать прямую трансляцию. Через несколько секунд после просмотра видео ученые вскрикнули от удивления. То, что они увидели, было необъяснимо. Они немедленно сделали копию видеозаписи и поспешили покинуть лабораторию, прежде чем отправиться в полицейский участок. Ни один из них никогда не был свидетелем такого пугающего инцидента. На следующий день Луиза, мачеха Майкла, была в доме своего пасынка, наслаждаясь бокалом дорогого вина. Внезапно она услышала вдалеке звук сирены, и прежде чем она успела среагировать, во двор перед ее домом въехал полицейский фургон. Нервно вскочив на ноги, она поспешила им навстречу. «Здравствуйте, офицер!» — поздоровалась женщина, изобразив улыбку, которую даже ребенок смог бы разгадать. «Мы здесь из-за мисс Луизы», — сказал один из офицеров. «Да, это я. Чем я могу быть полезна?» Нервно ответила женщина, а ее руки начали дрожать, и она быстро спрятала их за спину. Еще до того, как полиция смогла объяснить, зачем они пришли к ней домой, Луиза начала вести себя подозрительно. «Что именно вы хотите?» «У вас есть ордер на обыск?» — спросила женщина. Затем она быстро подбежала к двери и широко раскинула руки, не давая полицейским войти, хотя они еще даже и не пытались. «Я знаю свои права». «Здесь ничего нет», — продолжала она кричать. То, что произошло дальше, потрясло ее до глубины души. Полицейские сказали, что ее разыскивают, потому что подозревают, что она имеет какое-то отношение к смерти своего пасынка. При этих словах сердце Луизы подпрыгнуло, и она мгновенно побледнела. Стеклянная чашка, которую она держала в руках, выскользнула из ее рук и разлетелась на сотни осколков. В тот момент она поняла, что нет смысла лгать и притворяться, поэтому решила признаться, надеясь, что правда освободит ее. Она призналась, что в ее намерение никогда не входило лишать жизни своего пасынка. Все, что ей было нужно, это ценные артефакты, которые он хранил. Она призналась, что подсыпала снотворное в его кофе и обыскала весь дом в поисках артефактов, но ничего не нашла. Когда она вернулась в комнату Майкла, пытаясь угрозами заставить его рассказать, где находятся артефакты, стало очевидно, что он больше не дышит. Зная, что ее обвинят в убийстве, она подделала документы о том, что у Майкла больное сердце, и отдала их своей дочери Саре, которая действительно любила своего сводного брата. И чтобы еще больше замести следы, Луиза настояла на отказе от вскрытия, но в последний момент Сара отдала Майкла ученым для проведения исследований. «Я не хотела его убивать!» «Это была ошибка», — взмолилась Луиза. Но как раз в тот момент, когда она подумала, что хуже уже быть не может, произошло то, что потрясло ее до глубины души. Пассажирская дверь полицейской машины внезапно открылась, и Майкл вышел из нее навстречу своей мачехе, которая безудержно дрожала. Луиза была в шоке, не в силах пошевелиться или даже моргнуть. Она стояла неподвижно, отчаянно желая, чтобы все это оказалось просто ночным кошмаром. К несчастью для нее, это было не так. Накануне вечером ученые были ошеломлены, увидев, что Майкл пытается выбраться из своего гроба, когда они просматривали запись с камеры наблюдения. Действие снотворного закончилось, и он проснулся в ужасе, обнаружив, что находится в гробу. Ученые немедленно отправились в полицейский участок и объяснили ситуацию. Вместе с полицейскими они раскопали гроб Майкла и обнаружили, что он жив и пытается дышать. Затем они доставили его в больницу, где его состояние стабилизировалось.
Оказывается, Майкл уже некоторое время подозревал свою мачеху, поэтому отнес артефакты на склад и спрятал их там. Луиза умоляла своего пасынка прекратить дело, но он знал, что она не заслуживает пощады. В итоге она предстала перед судом и была приговорена к тюремному заключению. Сара, когда узнала о всей ситуации, не могла поверить, что ее мать на такое способна. Она извинялась перед Майклом, хотя сама так и не смогла простить мать. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Майкла? Подали бы в суд на свою мачеху? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.